Теперь давайте немножко остановимся на покрое одежды. И здесь мы говорим про шестой прием. Это то, где заканчивается ваша вещь. Например, мы говорим про топ или про низ. В любом случае это относится и к тому, и к другому. Например, если у вас плотненький животик, то кроп-топы, которые заканчиваются как раз-таки на талии, вам не подойдут, потому что они как раз-таки будут обращать внимание и акцентировать именно вашу талию. То есть то, что бы вы пока что не хотели акцентировать, возможно, пока не приведете ее в порядок. Поэтому очень важно понимать, что кроп-топы для вас в данном контексте будут табу. Или, например, если у вас широкие икры, то вы, выбирая платье, должны помнить, что платье не должно заканчиваться как раз-таки на самой широкой части вашей икры. Платье должно быть либо немножечко повыше, либо немножечко все-таки пониже, чтобы можно было убрать акцент с широкой вашей зоны корректировки. Прием номер 7, и опять про покрой, это асимметрия или неровные подолы. Что здесь подразумевает? Кстати, асимметрия тоже является трендом 2024 года, весны и лета, поэтому используйте, не стесняйтесь. Асимметрия может существенно сгладить переходы и создать визуально более мягкие линии, то есть снова убрать акцент от несовершенств, которые, возможно, у вас присутствуют. Неровные линии подола создают рассеивание взгляда, и будет создаваться некая иллюзия плавности и легкости. Глаз будет скользить от одного, например, волана к другому, не замечая и не цепляясь за некоторые несовершенства, которые могут быть у вас. Сфокусировались? Потому что сейчас нас ждет интересный блог про аксессуары. А пока, пожалуйста, проверьте, что вы не забыли подписаться на этот канал, чтобы не упустить другие модные советы. Итак, прием номер 8 – это обувь в тон. Что здесь подразумеваем? Это то, когда вы обувь покупаете в тон вашему низу. Например, если вы купили бежевое шелковое платье, здесь отлично подойдут бежевые лодочки. Если, например, мы говорим про более повседневный стиль, это могут быть черные длинные джинсы, то, соответственно, здесь можно купить и надеть прекрасные черные кроссовки. Благодаря тому, что низ у вас будет одного цвета, создавая некое единое цветовое пятно, ваши ноги будут казаться более длинными. Благодаря как раз-таки тому, что один цвет перетекает ровно в такой же цвет, и ничего его не прерывает. Поэтому это отличный прием для того, чтобы можно было также скорректировать вашу фигуру, сделать ее более стройной, а также благодаря этому приему вы можете немножечко даже увеличить свой рост. Еще один интересный прием про обувь – это использование обуви с вытянутым или острым носком, или мысом, как его называют стилисты. Он, кстати, отлично работает с предыдущим приемом, также удлиняет ваши ножки. И прием номер 10 – это правильное положение сумки. Да, представьте себе. Итак, давайте снова на примере. Я девушка, у которой зона корректировки – это широкие бедра. Я применила все приемы, которые ранее были услышаны, все 9, и вот сейчас хочу завершить свой образ с сумкой на длинном ремешке. Я надела сумку на плечо, и теперь эта сумка болтается в районе, конечно же, бедер. Представили? А теперь подумайте, что визуально мои бедра будут казаться не 150 сантиметров, а все 200. Благодаря тому, что эта сумка будет на свой размер расширять объем моих бедер. Вот, казалось бы, такая мелочь, но в итоге плюс целых 50 сантиметров, а то может быть и больше, смотря в зависимости от того, какую сумку вы выберете. Что же мы можем с этим сделать? Ровно то же самое, что и проговаривали до этого. Это убрать акцент как раз-таки с нашей зоны корректировки. Таким образом, мы можем, например, либо укоротить ремешок у сумки, для того, чтобы акцент у нас стал на талии, и таким образом даже получится создать некие песочные часы, либо же, например, если это невозможно по каким-то причинам, мы можем просто взять сумку в руки, и, соответственно, она будет на уровне, может быть, колена, плюс-минус выше, но в любом случае не там, где нам не надо. Эти детализированные проверенные приемы помогут сделать ваш силуэт более стройным и более гармоничным, подчеркивая ваши положительные стороны и, соответственно, корректируя ваши недостатки, если они у вас имеются. Делитесь в комментариях, какими приемами пользуетесь вы. С вами была Алина Соколова. До скорого!